Есть в Москве удивительные переулки, где хочется рассказывать про каждый дом. Но не только рассказывать про каждый дом, но и заходить во дворы, обращать внимание на какие-то уже исчезающие подробности. И этим мы сейчас с вами, я верю, не безуспешно и займемся. Но начнем мы с Малого Ржевского переулка. И в этом переулке целых 3 шедевра московской архитектуры начала XX века. Каждый из этих домов совершенно сногсшибательный, удивительный, запоминающийся. Малый Ржевский переулок, сейчас Маруся, как всегда, гениально, опять это, у меня будет сегодня слово «паразит», снимет перспективу, и за моей спиной будет храм Большого Вознесения, в котором венчался Александр Сергеевич Пушкин с Натальей Николаевной. А мы наш разговор начнем с этого удивительного дома, где пролегает граница между Таджикистаном и Чили. Действительно, в Москве есть такое место. Пойдемте, я вам покажу. Иван Игнатьевич Некрасов – сын сибирского золотопромышленника. И если у его отца 5 приисков, то сын успешно развивает дело, и их у него уже 15. И в начале 20 века он открывает представительство своей уже огромной компании, открывает в Москве. Денег достаточно, поэтому можно заказать проект одному из самых успешных и самых модных архитекторов этого времени. Обратите внимание, это шедевр Романа Ивановича Клейна. Этот дом устроен как средневековый замок. Видите, он состоит как будто из 2 частей. Эти 2 части имеют 2 очень нарядных фасада, и в центре он соединяется небольшой постройкой. Очень интересно, что в доме есть мансардные окна, и эти мансардные окна совершенно как бойницы, да, у какой-то крепостной стены или рыцарского замка. Здесь есть винтовые лестницы, есть очень симпатичные балкончики. То есть дом действительно имеет очень сложное устройство, и это позволило в веке 20 отдать его в пользование, управление дипломатическим корпусом отдает его в пользование 2 посольствам. Как вы знаете, посольства обычно в Москве занимают самые красивые особняки. А здесь, вот мы только что с вами прошли, я не знаю, узнали ли вы флаг Чили, потому что некоторое время назад здесь жил испанский посол, который в свою очередь переезжает в Спас-Песковский переулок. И граница между Чили и Таджикистаном проходит как раз по двору этого замечательного дома Романа Клейна. Здесь всегда очень людно. Если посол Чили живет, видимо, в тишине, то граждане Таджикистана решают какие-то свои правовые, семейные и прочие проблемы, выстраиваясь в неизбежную очередь у дома золотопромышленника Некрасова. А когда будете проходить мимо, обязательно обратите внимание, загляните в окна к чилийскому послу. В каждом окне, как уважение к стране пребывания, можно увидеть самовары. И это, конечно, совершенно замечательно. Одним из домов в Малом Ржевском переулке, собственно, он смотрит и стоит прямо напротив дома Романа Клейна, был собственный дом одного из самых интересных архитекторов начала 20 века, Сергея Устиновича Соловьева. Он не только архитектор, он еще и реставратор, и просто совершенно замечательный человек. Мара, сейчас мимо тебя едет поливальная машина. И если дом архитектора Романа Клейна хочется бесконечно рассматривать, то напротив дома Сергея Устиновича Соловьева хочется поставить большое мягкое кресло и не сводить с него глаз. Сейчас мы немножко пройдем вдоль фасада и его вместе с вами рассмотрим.
Этот дом архитектор Соловьев строит для себя. Это удивительный пример дома автографа. Таких домов в Москве несколько, когда архитектор самовыражается благодаря постройке, где абсолютно он не стеснен вкусами заказчика, да, какими-то денежными рамками. И дом сам начинает рассказывать свою историю, потому что дата постройки, она на фасаде, она читается и римскими, и арабскими цифрами. Поскольку это собственный дом, то здесь обязательно есть почтовый ящик. Обратите внимание, Сергею Устиновичу, конечно, ничего написать уже не получится, потому что он умирает в 1912 году, и, как это часто бывает у архитекторов, его семья остается практически без средств к существованию, и, если я не ошибаюсь, переезжает отсюда в дом под рыцарями на Арбате у Сергея Устиновича и его жены Марии Петровны, которая, кстати, жена замечательно, не жена, извините, сестра, конечно, замечательного совершенно тоже архитектора и реставратора Сухова, было 3 дочери. Поэтому дом достаточно большой. Я еще раз повторю, рассматривать его можно бесконечно, но из очевидных подробностей это вот такой мускулистый лев, который как будто бы охраняет вход в этот значительный дом. И считается, что Соловьев сам создает многие декоративные рельефы, но этого льва, скорее всего, ну, по крайней мере, так показывают все основные источники, создает для него скульптор Андреев, тот самый автор «Сидячего Гоголя» неподалеку отсюда. Но вот, к большому сожалению, видите, здесь такая небольшая мусорная корзина вместо великолепного совенка и его мамы. Почему дом в таком состоянии? Потому что в нем было посольство Грузии у нас в стране, и, как вы знаете, после известных событий дипломатические отношения, к большому сожалению, были разорваны, но, видите, все-таки получить, видимо, какие-то документы и что-то такое здесь происходит благодаря посредничеству швейцарской дипломатической миссии. Абсурд, правда? Но таковы реалии нашей жизни. Вот еще один птенец, да, отбившийся от мамы и младшего, не знаю, собрата или, может быть, сестры. Ну и с этой стороны дом, конечно, совершенно великолепный, рассказывающий вот эту разностороннюю натуру архитектора Соловьева. Дело в том, что он, помимо всего прочего, он создатель неорусского стиля. И причем у него неорусский стиль – это не такое, да, продолжение византийского, краснокирпичного, с белыми, да, какими-то деталями. Его неорусский стиль опирается на северную архитектуру, на ярославскую архитектуру. И это, кстати, я совсем даже не знаток архитектуры, чтобы рассуждать об этом как профессионал, но даже для меня очевидны эти переклички и мотивы. Плюс, конечно, мир искусства, потому что один из самых интересных панно, да, таких очень изящных, очень простых, при этом те, которые хочется рассматривать, мы тоже видим на этом доме. Это как будто такая лунная безветренная ночь, которая опустилась на античные развалины. Ну и 4 женские головки дополняют картину. Хочется спросить, да, кто разрешил сделать вот это окно и эти нелепые жалюзи, но я уверена, что этот дом заслуживает лучшей биографии и рано или поздно будет отреставрирован и опять станет украшением Малого Ржевского переулка. Но есть на этом пятачке, на пересечении Малого Ржевского и Хлебного переулка еще один замечательный особняк, который был построен тоже в 10-е годы 20 века для одного из богатейших московских армян Михаила Аслановича Тарасова. Он строится петербургским архитектором Гейслером. Но вот по многим источникам он выступает здесь не как архитектор, а как подрядчик, да, то есть человек, который берет на себя
большие функции и задачи. Дом был разделен на две части, и у него два входа с Хлебного переулка и с Малого Ржевского. И сейчас его занимает посольство Пакистана. Видишь, Мару, здесь небольшие только фрагменты, такие значительные грифоны, цветочки. И вот немножко судить о красоте этого дома, а он действительно очень красивый, да, можно по этому небольшому флигелю. Но все когда-нибудь заканчивается, и реставрация будет завершена. Смотри, здесь прокопали какую-то глубокую достаточно канаву, и по камню, да, и по срезу этой канавы видно средневековую Москву, да, то есть здесь мы не видим ни песка, никакой засыпки, а мы видим фрагменты зданий. Еще раз повторю, самое интересное, потому что здесь к нам подошли люди, сказали, что это вы тут снимаете так активно. А мы ничего активно не снимаем, мы просто любим Москву, любим детали и заглядываем во дворы. А дворы, конечно, в последнее время у нас не безинтересны. Мы слышим такие детские душераздирающие крики, потому что многие дети проводят каникулы в Москве. И чем замечателен вот этот двор, ну, во-первых, здесь есть детская площадка, мы сейчас с тобой дойдем до чудесного палисадника, но здесь есть такой проход через арочку. Пойдем, Марусь, одним глазом взглянем на мой любимый дом в соседнем переулке. В Скатертном переулке есть свой дом с атлантами, и мы как раз с вами сюда свернули через арочку, чтобы на него посмотреть. Эти атланты, конечно, не такие значительные, как на Солянке, да, которые уже такие в некотором смысле символ Москвы, но дом очень интересный, дом начала 20 века, абсолютно никакой информации у меня про него нет. В доме два подъезда, и оба они оберегаемы атлантами. У этого подъезда сохранилась небольшая такая фрамуга. Видишь, фацетное стекло, очень изящное. И в соседнем подъезде есть антикварный магазин. Мы сейчас попробуем туда зайти и заодно вам изнутри этот дом покажем. Там очень симпатичная метлахская плитка. Ну что, нам традиционно везет, и мы оказались в одном из доходных домов в Скатертном переулке. Невероятной красоты, просто нечеловеческой красоты лестничное ограждение. И посмотрите, какое это перила, да, я уже потеряла дар речи, и очень красивое такое изящное, очень сдержанное лестничное ограждение. И главная драгоценность, что этот дом пережил 20 век и не утратил плитку. Это метлахская плитка, причем достаточно редкая. Она встречается нечасто в московских домах. И большие окна, которые, к сожалению, пластиковые, но плитка в сочетании с перилами и лестничным ограждением – это просто шедевр. В подвале доходного дома с атлантами есть довольно обширный, симпатичный антикварный магазин. Мы зашли только исключительно для того, чтобы Маруся сняла и покажем вам, что скрывают подвалы доходных домов. Но я нашла совершенно сокровище, ювелирную марку, про которую я рассказываю на экскурсиях. Вот, она стоит 1200 рублей. Ювелирная марка – это для определения уровня для прокладки водопровода и канализации.
Мы вернулись обратно в Хлебный переулок. И здесь есть совершенно удивительный, один из моих любимых домов. Мы сейчас до него дойдем, но по дороге совсем недавно отреставрированный, такой очень значительный доходный дом. Я, к сожалению, тоже про него никаких подробностей не знаю, но тут есть мемориальная табличка, что в этом доме жил выдающийся советский ученый-психиатр Петр Борисович Ганушкин. Он был человеком действительно необыкновенным, и в этом доме он даже принимал пациентов, причем он владел гипнозом. И я, когда готовилась к этой экскурсии, прочитала, какой он был удивительный человек. Он умел действительно гипнозом охладить пыл душевнобольного человека, который к нему приходил, а много вооруженных людей здесь бывало. И самое главное, он предлагал не лечить психическое заболевание, а по косвенным признакам, да, просто наблюдая за человеком, который совершенно здоров, он мог сказать, есть ли опасность, да, что какой-то душевный недуг его настигнет или нет. Очень интересно, в этом доме, да, вдруг вот такой маскарон, совершенно с видом одного из посетителей доктора Ганушкина. Еще я представляю, ты приглашаешь, говорит, друзей, говоришь, ну, я живу в доме Ганушкина. Сейчас молодежь, наверное, даже не улыбнется, но люди моего поколения, ну, вот такой интересный дом. Есть здесь вот сквозь заборчик, я думаю, Маруся снимет, вдруг совершенно домик в 2 этажа, который совершенно вопреки всякому здравому градостроительному смыслу оказался стиснут между несколькими строениями. Такая двухэтажная вилла в самом центре города. Да, почему бы и нет? Кто-то же получил разрешение на ее постройку. Ну и за таким советским, но очень крепким забором есть один из очень живых моментов этого района. Здесь такой крошечный палисадник. Там, кстати, зацвели флоксы, и к моему ужасу, да, уже вот эти желтые цветы, забыл, как они называются, которые для меня, например, олицетворяют, что скоро 1 сентября, не знаю, как для вас. Вот они, но сейчас все сдвинулось невозможно. Тоже небольшая, очень симпатичная арка. Во всей арке можно заходить, несмотря на шлагбаумы. Вот. А мы с вами пойдем дальше. Продолжают поиски клада. Знаете, главная такая московская история, что опять копают. В прошлый раз клад не нашли, да, сейчас его ищут заново, но в этом году какая-то совершенно грандиозная новая волна перекладывания плитки накрыла наш город. Но сие нам неведомо и непостижимо. Я стараюсь уже этого всего не замечать. И посмотрите, хоть мы и в центре города, где каждый квадратный сантиметр на вес золота, но здесь огромная совершенно такая вот спортивная площадка для детей и взрослых. И вокруг, кстати, стоит множество велосипедов и самокатов. И очень симпатичная детская площадка, где вот прямо сейчас хочется немедленно уже никуда больше не ходить, а расположиться в гамаке и провести остаток этого дня. Прямо, и там будет Арбатская, правее чуть-чуть. Спасибо. Не заблудитесь. Я позволила себе взгромоздиться на ступени одного из самых моих любимых московских особняков. Смотрите, 2 каких значительных льва охраняют вход. И у этого дома, если есть не полная тезка, да, то дом, который вдохновил архитектора Великовского в 1909 году на этот особняк. Это дом князя Гагарина, который стоял и не сохранился до нашего времени. Стоял он на Новинском бульваре. Вот этот дом заказывает глава семейства Грибовых. Вообще такая достаточно разветвленная московская фамилия. Они занимаются текстильным производством, оптовой торговлей тканями. И в 1909 году наконец-то накопили и позволили себе этот великолепный дом. Но можно тоже, точнее, нужно рассматривать очень внимательно, потому что здесь есть 2 пары
таких четырехколонного ансамбля. Здесь есть кариатиды, и на стене дома он сделан асимметрично, да, давая нам понять, что все-таки это особняк начала 20 века. Там есть совершенно великолепные лебеди, очень изящные, распростерли они свои благородные крылья, и эти лебеди, наверное, еще одна из отсылок о том, что мы находимся в главном районе русского гостеприимства. Именно здесь мы вспоминаем пышно накрытые столы. И еще раз напоминаю, что именно лебедь был тем самым заглавным блюдом, которое заносят, разместив его на золотом или серебряном драгоценном блюде. В общем, дом совершенно замечательный. После революции чего здесь только не было, да, какая-то структура РКК, потом некоторое время здесь была даже общеобразовательная школа, а с послевоенного времени здесь резиденция посла Бельгии. Вот мы только что видели, как господин посол отъезжает от своего дома. Очень интересно, в интернете можно найти фотографии 60-х годов, когда весь Хлебный переулок заполнен народом. Дело в том, что советские граждане пришли сюда выразить протест убийством бельгийскими военными в Конго Патриса Лумумбы. Да, он был символом за свободу Африки. Есть такие фотографии, мы их приложим, да, где граждане практически хотят заглянуть в гости к послу к Бельгии и поинтересоваться, задать только один вопрос: доколе? Ну а мы идем дальше. И в Хлебном переулке, среди прочих, есть абсолютная редкая редкость для Москвы века 21-го. Это деревянный дом. Причем, если бы мы пришли сюда с вами буквально 3 года назад, то нам бы казалось, что дом совершенно утрачен. Он находился не просто в руинированном состоянии, да, такой сруб уже совершенно неопределимой формы. Это дом 20-х годов, после пожарных годов 19 века. Строится он для губернского секретаря Лебедева. Это его жилой дом в Москве начала 20 века. Век 20 дом тоже проживает не безинтересно. Здесь квартира, некоторое время живет Арам Хачатурян, некоторое время живет Евгений Евгеньевич Лансере и еще несколько замечательных людей. А до 2015 года здесь работает детский сад. Потом дом уходит в частные руки и превращается вот в такую жемчужину. Мы вам сейчас покажем этот невозможно прекрасный палисадник, очень уместный забор, но и деревянный забор является без всякого сомнения украшением Хлебного переулка. Пойдем, Марусь, перейдем дорогу. Здесь сейчас ведутся очередные работы, прокладывают газопровод, и мы такой подворотней пройдем сейчас к одной из самых известных московских школ, школа номер 91. Она не относится впрямую к Министерству образования, у нее всегда было особенное совершенно посвящение. Это школа для талантливых детей с особыми программами, вот, и она в некотором смысле такой и остается. Там очень интересные праздники. Я помню, мы в прошлом году шли с группой и попали на празднование Пасхи. И это был просто совершенно грандиозный бразильский карнавал, в котором, как я поняла, приняли участие и все дети, и родители. В общем, такая школа, которая парадным своим фасадом смотрится на Калининский проспект или Новый Арбат. Я думаю, что мы с тобой завершим нашу прогулку здесь, потому что продолжим ее. Мы решили сделать такую цепочку. Не знаю, обратили ли вы внимание, что предыдущие 2 прогулки, да, они цепляются одна за другую. И здесь мы тоже завершим у великолепного дома Кальмейра, дом, который делает
Валентины Евгеньевич Дубовской, дом, к которому я питаю крайнюю степень зависти, и особенно к его крышам. Там невероятные такие домики, балкончики. Ну и самое главное, вот отсюда очень хорошо видно мастерскую художника Мессерера. И именно здесь происходит эта невероятная жизнь Москвы 70-х, 80-х годах, о которой Мессерер написал книгу «Промельк Беллы». И сразу несколько стихотворений Беллы Ахмадуллиной посвящены этому месту, и Хлебному переулку, и дому на Поварской, тот дом и пространство, что зовется мастерской художника. Я могла прочитать стихотворение Беллы Ахмадуллиной, но я не буду. И мы отсюда начнем. Но сейчас я предлагаю завершить нашу прогулку уж совсем осмысленно. И мы здесь переулочками через храм Семена Столпника, да, мы могли бы пойти к Федору Студиту, но мы все-таки решили пойти в эту сторону. Мы зайдем в одну из главных достопримечательностей переулков Арбата. Мы зайдем в Дом книги. Мы поняли с Марусей, что мы ни разу не приглашали вас туда на прогулку, еще впереди половина лета. Вот, и, может быть, что-то из того, что мы сейчас посмотрим или покажем вам захочется прочитать. Ну и вообще забежать в Дом книги, когда вы находитесь неподалеку, это, конечно, не просто хорошая привычка, а обязательный пункт программы. Про эти замечательные дома мы обещаем вам рассказать в следующий раз. И я надеюсь, что, может быть, произойдет чудо, и мы зайдем внутрь дома Кальмейера. По крайней мере, такая надежда у нас есть. И надежда, как известно, умирает последний. Чудесный старомосковский храм Семена Столпника. Чудный храм, он почти всегда открыт. Храм Семена Столпника для москвичей связан прежде всего с венчанием Николая Петровича Шереметьева и Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой, которое происходит, все-таки случается здесь, в Москве, и буквально меньше чем через 2 года после венчания в этом храме рождается единственный наследник. Поэтому этот храм, он, конечно, связан для москвичей вот с этой такой трагической, душераздирающей, но очень московской историей любви. А в советское время здесь общество, по-моему, называлось «Общество любителей животных» или как-то так. В общем, я очень хорошо помню, как за 10 копеек, купив билет, можно было зайти в храм и рассмотреть, да, разных ящериц, каких-то рыбок и прочее, прочее. Мы с вами направляемся вдоль Калининского проспекта, вдоль Нового Арбата к Дому книги. И это здание было открыто в 1967 году. И с самого начала стало самым большим книжным магазином Советского Союза. Но и на тот момент это самый большой книжный магазин в Европе. Его архитектор тот же Михаил Пасохин. И, я не знаю, у каждого свои впечатления от Дома книги, да, какие-то традиции. Я традиционно всегда давала детям деньги, примерно уже класса с 5-го, чтобы они спокойно могли сходить в Дом книги и выбрать тетради, те, которые им хотелось. Не то, что мама пошла и купила что-то такое рациональное и недорогое. Я помню, что накануне 1 сентября всегда для них был праздник сходить в Дом книги. Мне кажется, встреча с книгой должна быть праздником. Для меня наиважнейшее событие, связанное, да, с этим домом, это что совершенно, практически все забыли, что директор Дома книги тогдашний, помните, как ее зовут? Тамара Владимировна Вишнякова. И она с 1979 по 1983 год представляет книги в передаче «Что, где, когда». Помните ее тихий голос и то удивительное время, когда в передаче «Что, где, когда» играли не на деньги, да, а играли на книги. Я уверена, что вы ее вспомните, и она вот несколько лет была директором Дома книги. Мы сейчас зайдем, я надеюсь, что никто нам не запретит снять. Мы
Просто посмотрим новинки, которые предлагает Дом книги, зайдем в антикварный отдел и посмотрим книги по москвоведению. Букинистический отдел Дома книги на моей памяти всегда находился на втором этаже. Нужно было подняться наверх, дойти до конца. И папа мой, по-моему, был главным посетителем именно, ну не только этого букиниста, а вообще московских букинистов. Он большой любитель. А сейчас оба отдела, их теперь два, они спущены на первый этаж. И обратите внимание, сколько здесь невероятных совершенно сокровищ. Если вы зашли через центральный вход и пошли направо, то здесь антикварная книга, да, то есть здесь все книги до 1921 года. Вот нам любезно показали, мы, заливаясь горькими слезами, подумали, почему же у нас нет печатного станка, чтобы стать коллекционером книг. Действительно, в очень хорошем качестве, очень хорошие переплеты. Но поскольку здесь все-таки мы можем только любоваться, то в букинистический отдел мы пойдем, имея надежду что-то приобрести. В букинистическом отделе, конечно, чувствуешь себя значительно более привольно, не как в музее, а здесь можно взять в руки книгу и даже купить, не потратив целое состояние. Естественно, сразу при входе мой взгляд упал на фантастическое, совершенно сытинское издание Льва Николаевича Толстого. Димару здесь вот хорошо видно. Посмотри, потрогай, да? Совершенно такие вот древнегреческая такая тут схватка. Ну, действительно, это же роман-эпопея. Посмотри, как здорово издано. Это издание Сытина, очень известное. И посмотри, здесь целых две, хотел сказать, мемориальные таблички, два посвящения. Я ничего не вижу, но предполагаю, моей дорогой мамуле на память с серебряной свадьбой. Ты можешь себе представить? Я ищу мужу подарок на свадьбу. Вот. И еще эта книга подарена... в общем, ты сними, Марусь, я без очков ничего не вижу, но здесь два, да, 23-й и 36-й год. И, видимо, мама, для того, чтобы помнили, по какому поводу и в честь какого события был сделан этот драгоценный подарок. Это вот то, о чем я всегда говорю. Обязательно подписывайте книги. Вот и издание 1900, какой, 2 или 12 год, уже совершенно я ослепла. Надо носить с собой очки. Такая бумага. Лев Николаевич Толстой, молодые годы, сидит, подогнув под себя колени. Да, ну и вот, видишь, вот такая вот часть первая. Смотри, какая изящная, невозможно прекрасная. Я бы взяла вообще не глядя, если бы мне это было по карману. Смотри, какой Пьер замечательный. И вот здесь иллюстрации такие вот с вклейками. Но это знаменитое сытинское издание. Оно, конечно, требует того, чтобы к нему приложить руку. Да, здесь все 3 тома, ну и стоимость, где-то я только что увидела, да, вот видишь, все 3 тома отдают за 40 000 рублей. Вот, мне кажется, это семейная реликвия, да, такая драгоценная драгоценность. Она у них здесь, мне кажется, даже лежит без особого пиетета. Мне кажется, что эта книга заслуживает того, чтобы как-то, да, она была более хранима и сохранна. Есть книги такие, которые вышли совершенно недавно, ну и я надеялась на
на некую москвоведческую полочку. Вот она здесь совершенно безинтересна. То есть если вы хотите, да, какую-то книжку о Москве, то вам точно совершенно не сюда. Все такое вот очень примитивное. Ну а дальше, да, проходя к собраниям сочинений, я, например, уже ощущаю себя в кругу очень близких людей, потому что, конечно, все это стояло на полках. Марусь, я думаю, что у тебя тоже и Жюль Верн, и Гайдар, и Гюго, и Гамзатов, и Гашек. И я только удивляюсь, но я уже не говорю про Достоевского, Герцена, Дюма, и, кстати, хорошее очень издание и Григоровича, и Данилевского. Вот интересно, сколько стоит Данилевский, так хорошо изданный, дореволюционное это издание. Где-то, не знаю, где они пишут название, где пишут цены. Ну, в общем, есть, да, здесь почему-то рядом с Драйзером, ну, по алфавиту поставили, да, вот такой очень ценный Данилевский. Я удивляюсь, когда мы успевали все это прочитать, правда? Потому что все эти имена для нас не пустой звук, а я знаю, когда. Просто мы были счастливое поколение без мобильных телефонов. Вот. Что вырастет из поколения, которого мы растим, это, конечно, большой вопрос. Вот, но мы, без всякого сомнения, верим в лучшее. Вот такой букинистический отдел, да, здесь, видишь, много. Жизел, ну, мне кажется, эти книги вообще уже сейчас ничего не стоят. Видишь, коммунисты. Вот, к большому сожалению. Но, кстати, эта серия, ее начинает, учреждает Максим Горький. В общем, она выходит до сих пор. Ну что, из букинистического отдела вот это, кстати, была моя любимая энциклопедия. Мне кажется, у всех была, кто родился в 80-е годы, кто такой, что такой, как я ее любила читать, боже мой. И недавно мне мой сын сказал: ты мне все время дарил энциклопедии на день рождения, вот, а я хотела что-то другое. Меня настолько это обескуражило, вот, потому что для меня вот эта энциклопедия была действительно лучшим подарком. И я, в общем, по старой памяти и ему, бедному, тоже дарила энциклопедии, а он, оказывается, хотел что-то другое. Ну вот. Поднимемся наверх и посмотрим, завершим наш обзор, просто вот так вот пройдемся по Дому книги, как раз посмотрим Московскую краеведческую полку. Отдел с книгами о Москве находится, если вы поднимаетесь по левой лестнице, вам нужно дойти в торец, повернуть на 180 градусов, и будет эта полка. Но, если честно, нет никакого смысла сюда подниматься, потому что, я не знаю, по какому парадоксальному стечению обстоятельств, но москвоведческий отдел Московского дома книги всегда был невероятно среднего качества. Даже из того, что здесь представлено, я даже не могу вам сказать, кроме, да, книг Пыляева, и Пыляева здесь, кстати, 2 издания, за которыми бы стоило сюда отправиться. Вот, современные авторы. Вот эта книжка, кстати, у меня есть. Замечательный Сергей Романюк. Вот она очень хорошая. И ее, если вдруг у вас ее нет, я бы советовала. Ну вот, а все остальное, в общем, без этого, мне кажется, в личной библиотеке совершенно спокойно можно обойтись. Но если вы любите книги о Москве, любите читать о Москве, мы, так вот, пользуясь случаем, прорекламируем наш с Марусей канал на Бусти. Это такая платная подписка, она стоит 500 рублей в месяц. Вот, очень важно понять, что это платная подписка. Если вдруг вы решитесь отправиться в эту авантюру и смотреть нас еще и там, но мне кажется, что мы очень стараемся, и помимо постоянных рубрик, помимо дополнительных прогулок о Москве, все-таки на YouTube у нас хватает сил выкладывать прогулки раз в 2 недели. Там у нас есть рубрика «Ожившая история Москвы», мы ходим по кафе и ресторанам. Но и главная моя любовь и гордость – это моя книжная полка. И я там даю каждую неделю, один раз в среду, обзор книжных о Москве, точнее не книжных, а книг о Москве, которые я читаю и которые у меня всегда под рукой. Так что, если вы вдруг присоединитесь, мы вам будем страшно признательны, потому что платная подписка на Бусти
это еще и возможность нам совершенно безвозмездно снимать прогулки на YouTube. Если хотите нас поддержать, мы будем вам бесконечно благодарны. Пойдем, Марусь, выйдем, подойдем к окну. Да, к сожалению, сейчас здесь такая реклама. Вот, и посмотреть на Новый Арбат сквозь открытое, вымытое стекло Дома книги никак не получится. Вот, но в любом случае, вот он, Калининский проспект, он же Новый Арбат. Получилась такая, мы думали, коротенькая прогулка, чтобы не тратить много сил. В общем, мы гуляем уже 5 часов. Дальше Марусь целую неделю будет это все монтировать. Потому что меня недавно спросили, почему вы только одну прогулку выкладываете в неделю, потому что на самом деле очень большой труд для того, чтобы все это скомпоновать, и вся эта легкость. У Маруси уже отваливаются руки, хочется подставить ей костыли. Но мы, конечно, шутим, потому что мы делаем это с большим удовольствием, с большой любовью к городу, и если это вызывает у вас какие-то положительные эмоции и помогает понять и полюбить Москву лучше, мы совершенно счастливы.